Добрый день. Практически на каждом предприятии есть объекты, требующие технического обслуживания и ремонта. Оборудование, на котором производится продукция, здания, сооружения, линии электропередач, трубопроводы, парк автотранспорта и прочее. Вплоть до офисной мебели и светильников. В современных условиях рынка на первый план выходит вопрос учета затрат предприятия на обеспечение работоспособности его активов. И здесь целый ряд преимуществ дает применение автоматизированных систем управления техническим обслуживанием и ремонтами. Обычно выделяют следующие типы ТАИР. Реагирующие – это выполнение работ по восстановлению после поломки. Регламентное – периодическое обслуживание вне зависимости от состояния оборудования. И по состоянию – выполнение тех или иных операций при приближении показателей технического состояния к определенному пороговому значению. В рамках данного вебинара мы продемонстрируем функциональные возможности решения по управлению регламентным техническим обслуживанием и ремонтом, реализованного на базе Oracle JD Edwards Enterprise One. В качестве одной из возможных реализаций рассмотрим пример автоматизации управления ремонтом и обслуживанием оборудования в бизнес-центре. Сама по себе задача планирования ТАИР на предприятии, которое эксплуатирует большое количество единиц оборудования, довольно сложная. Состояние каждого из объектов контролируется по множеству показателей, и по каждому из них должна рассчитываться дата очередного техобслуживания, технического ремонта или другого вида обслуживания. При этом нужно еще обеспечить снабжение запчастями и материалами, обосновать бюджет. Можно себе представить объем работы отделов планирования ремонтных служб. Именно здесь неоценимую помощь может оказать автоматизированная система управления ТАИР, причем задача планирования является лишь одной из ее функций. Давайте перейдем непосредственно к нашему процессу регламентного обслуживания на базе системы Oracle JD Edwards Enterprise One, управление техническим обслуживанием и ремонтами. В частности, в данном примере объектом обслуживания является торговый центр. Для удобства управления и контроля процесс разбит на 4 этапа и сводную отчетность. Каждый этап отвечает за стадию процесса. Давайте рассмотрим эти этапы. Характеристики оборудования. Информация об активах вашего предприятия. Система профилактического обслуживания. Установка регламентов обслуживания и расходных материалов. Управление нарядами на работу. Формирование и осуществление работ по обслуживанию. Планирование профилактического обслуживания. Одна из самых важных и трудоемких задач, для которых система будет очень полезна. И отчетность. Показатель успешности вашего процесса технического обслуживания. Для наглядности, каждый этап включает отдельные шаги процесса и последовательность их исполнения. Итак, сейчас мы разберем первый этап – характеристики оборудования. Модуль управления обслуживанием и ремонтами тесно взаимосвязан с модулем управления основными средствами. Ведь информация об активах нужна не только ремонтным службам. Бухгалтерию интересует процент их износа и балансовая стоимость. Изготовитель, дата ввода в эксплуатацию, рыночная стоимость. Эти сведения могут быть востребованы рядом других служб. Система JD Edwards Enterprise One позволяет определять и хранить такую информацию централизованно и структурированно. Таким образом, этот блок базы данных оборудования занимает одно из ключевых мест в процессе настройки ТАИР и представляет доступ непосредственно к описанию всего оборудования, которое есть в вашем распоряжении. В основе всего лежит реестр оборудования. Реестр оборудования – это набор сведений, структурированных по разделам. Реестр позволяет получить достаточно подробную и исчерпывающую информацию о каждой единице измерения. Выберем наше оборудование и посмотрим его описание. Данное приложение хранит информацию о порядковом номере единицы оборудования, рабочем статусе, кому оно принадлежит, где находится и массу другой полезной информации. Для каждой единицы мы можем прикрепить индивидуальные коды категорий, по которым можно отслеживать затраты на обслуживание либо планировать мероприятия. В каждой записи оборудования имеется возможность добавить сопроводительные файлы мультимедиа. Это может быть, например, конструкторская документация, чертежи, различная эксплуатационная документация.
Непосредственно для нашего примера торговому центру Бригантина была добавлена следующая информация. Общий вид здания, схема расположения помещений, документы, например, договор аренды. А также, как вариант, может быть веб-сайт арендатора, что позволит вам избежать рутинной работы, его поиска по накладным и ускорит процесс получения и обработки информации. Карточка может формироваться вручную, и данные туда заносятся также вручную, а может формироваться автоматически из системы основных средств. Карточка оборудования собирает и аккумулирует историю выполненных работ, стоимости обслуживания и прочее. Вернемся на главную страницу. К реестру оборудования прикреплены два блока информации. Все объекты могут быть иерархически связаны, в частности по функциональному назначению. Первый блок «Спецификация» хранит в себе узловой и подетальный состав единицы оборудования в иерархическом виде. Зайдем в соответствующее приложение и введем номер нашего оборудования. Как мы видим, наш торговый центр состоит из определенных узлов. Этаж 1, 2, системы вентиляции и водоснабжения, который в свою очередь также состоит из определенных компонентов. Таким образом, вы можете разложить единицу оборудования на мельчайшие детали и просмотреть карточку оборудования для каждой единицы. Для примера провалимся в узел «Система вентиляции», блок А, вентилятор 1, и просмотрим информацию об этом элементе. Второй компонент приложения – это история статусов. Введем, например, номер 35262. История статусов предоставляет вам полную и детальную информацию о состоянии вашего оборудования, а именно в работе оно или в ремонте, или выбыло из эксплуатации по причине кражи. Все это отображается в окне статусов оборудования. Из этой формы удобно брать информацию о наработанном времени и времени простоя, и таким образом учитывать эффективность работы и качество единицы оборудования. Также при помощи этого компонента вы можете отследить историю изменения статусов рабочих нарядов. Введем наряд номер 455021. В форме показана дата начала и окончания работ, сколько времени потребовалось на переход из одного статуса в другой, и, собственно говоря, какой пользователь присвоил данный статус. Следующим важным этапом, который мы рассмотрим, будет система профилактического обслуживания. В этом разделе мы разберем поэтапные шаги по настройке процесса обслуживания нашего оборудования. Каждая выполняемая операция обслуживания характеризуется нормами расходования материалов и заменяемых частей, перечнем последовательных и параллельных шагов, применяемых инструментах и необходимым числом специалистов, требуемых квалификации. Материалы и запчасти учитываются в системе вместе с их стоимостью, а трудовые ресурсы с почасовыми ставками специалистов. Непосредственно за каждой единицей оборудования закреплены нормативные регламенты обслуживания. Под регламентом подразумевается нормативная периодичность, с которой должно обслуживаться данное оборудование, исходя из показателей его пробега, расхода топлива, срока эксплуатации и других показателей. К каждому из этих регламентов обслуживания прикреплены те самые нормативы расхода материалов и трудозатрат, которые должны быть потреблены при выполнении обслуживания данного оборудования. Можно сказать, что у вас под рукой библиотека технологических инструкций для ваших активов, к которой вы будете иметь быстрый доступ. Все эти регламенты логически связываются с конкретным оборудованием и между собой. В левой стороне экрана мы видим блок счетчиков, состоящий из двух приложений. Именно при помощи этих приложений мы вводим в систему данные о пробеге,
расходе топлива, отработанных часах, на основании которых и высчитывается период работы и приближение даты техобслуживания. Рассмотрим теперь более детально каждый из этих этапов. Итак, регламент обслуживания. Зайдем в приложение. Давайте посмотрим регламент обслуживания для некоторых обслуживающих единиц. Для одного оборудования можно настроить от одного типа обслуживания и до необходимого вам количества в зависимости от необходимости. Регламент может базироваться на часах работы оборудования, километраже пробега, временных интервалах обслуживания, объемах потребленного топлива и так далее. Введем 35262. Это наш насос гидравлический. Установлен один тип обслуживания с двумя интервалами. Первый интервал – это обслуживание с периодом в 50 дней, и второй – при условии отработки 500 часов. Причем они взаимосвязаны. При осуществлении одного из ремонтов счетчик сбрасывается и идет новый период времени. Давайте теперь выберем 35115 – вентилятор. Установлен график обслуживания на первое число каждого месяца. Провалившись в интересующий нас регламент, мы сможем увидеть более детальные настройки, такие как дату последнего обслуживания, общее количество осуществленных операций, интервал обслуживания и прикрепленные регламенты расходных материалов и времени. Давайте вернемся на главную страницу и рассмотрим нормативы расходных материалов. Эти нормативы связаны с каждым типом обслуживания оборудования, который мы просмотрели на предыдущем этапе. На данной форме мы видим список модельных нарядов. Это своего рода шаблоны, из которых в дальнейшем будут копироваться рабочие наряды. Чтобы просмотреть эти нормы материалов, кликнем правой кнопкой мышки по интересующему нас типу обслуживания. И в выпадающем меню выбираем список комплектующих. И для более детальной информации проваливаемся дальше, в строку. Мы видим материалы, необходимые для проведения этих работ. В нашем случае для полного ремонта вентилятора нам необходимо поменять 6 воздушных фильтров. Откуда берется эта информация, мы разберем немного позже. А сейчас рассмотрим нормативы трудозатрат на эту же операцию обслуживания. Вернемся в меню нормативных расходов и в выпадающем меню выберем сведения о трудозатратах. Данная операция состоит из двух этапов. Каждому этапу соответствует свое выделенное время. В общей сумме получается 13 часов. Система позволяет прикреплять подробные сопроводительные инструкции для каждого этапа работ. Вернемся к главной странице и рассмотрим материалы, используемые в регламентах обслуживания. Более подробную информацию о нормативных расходных материалах можно посмотреть в соответствующем справочнике. Информация, представленная в справочнике, например, номенклатурный номер, описание номенклатуры, другие дополнительные параметры будут автоматически подтягиваться при вызове номенклатуры и в любой из систем Oracle GE Edwards Enterprise One. Второй блок, блок счетчиков, позволяет фиксировать текущий пробег оборудования, часы работы. Первое приложение позволяет вводить показания счетчиков. А второе – посмотреть статистику по указанному оборудованию и за определенный период времени. Например, возьмем 35262 с даты 1 мая по 31 мая. Данный блок использует систему Oracle GE Edwards Enterprise One при автоматизации выпуска нарядов на обслуживание. Анализируются текущие показания счетчиков и заявленные в регламенте интервалы обслуживания. И при совпадении двух параметров автоматически генерируется наряд на работу. Эту функцию и включает в себя следующее приложение – заказы на ПО. Это приложение отображает информацию о регламентах обслуживания, текущем состоянии оборудования,
о планируемых датах начала и окончания обслуживания. И прикрепленных нарядах на работу. Давайте запустим сам процесс обслуживания и введем показания счетчика для нашего насоса. Вводим в поле чистого превращения показатель 450. Это значит, что с момента последнего замера прошло 450 часов. А согласно установленному регламенту, обслуживание осуществляется при каждых 500 часах работы. Стоит отметить, что есть функция, позволяющая установить порог, при котором будет выпускаться наряд на работу. В нашем случае этот порог уже настроен на 85% от заявленного периода. Теперь перейдем к следующему этапу – обработке заявок на обслуживание. Задание на ТАИР в системе формируется или автоматически, основываясь на показаниях счетчиков, либо временных интервалов, или вводится ответственным лицом, обычно в связке оборудование, тип обслуживания. Задание может генерироваться и в ответ на запрос о неполадке, сформированный любым пользователем системы. Необходимые материалы и ресурсы определяются установленными ранее нормативами, которые подключены к регламенту и типу обслуживания. Система просчитывает продолжительность выполнения задания и каждой операции согласно указанному регламенту и введенного технологического маршрута. Изменение статуса наряда на работу автоматически влечет за собой изменение статуса самого профилактического обслуживания. Процесс начинается с приложения утверждения наряда с автоматически сгенерированными нарядами на обслуживание, либо с нарядами, которые вводятся вручную. После генерации наряд имеет наименьший статус М. Распечатаем наряд, выбрав из меню строка «Печать заказа на работу». Таким образом, бланк для утверждения готов и распечатан. Службы, принимающие решения о целесообразности проведения обслуживания, получают бланк, в котором подробно расписано, кто, что и когда должен сделать, какие детали использовать, какие инструкции или чертежи применять. Откроем его и посмотрим, что система сгенерировала. Кроме общей информации о типе обслуживания, заказчике, стоимости работ, прикреплены две стандартные инструкции с описанием последовательности действий для каждого из шагов обслуживания. Закроем документ и посмотрим, как изменился статус после распечатки наряда. Статус наряда изменился со статуса М, запрос на обслуживание, на статус М звездочка, ожидает утверждения. Ответственное лицо непосредственно через форму работы с нарядами может проанализировать информацию о трудозатратах и их стоимости на реализацию обслуживания. Если все в порядке, утвердить наряд, и если нет, отклонить. Просмотрим более детальную информацию по рабочему наряду. Сведения о трудозатратах открывают доступ к информации, на каких рабочих центрах будут совершаться операции обслуживания. Для каждой операции распределены нормы расхода времени и стоимость. Планируемые даты начала и конца работ, а также работника, либо бригады, отвечающей за данную операцию. В каждой операции есть возможность прикрепить детальную инструкцию для рядовых рабочих. Стоит обратить внимание на графу «Присоединенные ордера СО-ПО». Это говорит о том, что система способна автоматически генерировать заявку на закупку недостающих единиц расходных материалов на момент генерирования наряда на работу, а также в случае, если вы используете модуль управления производством, инициировать изготовление заказанного у вас изделия в случае отсутствия его на складе. Давайте теперь просмотрим информацию о материальных расходах. Выберем список комплектующих. В полях таблицы отображена информация о расходных материалах, их порядковые номера, серийные номера, если они есть, локацию и стоимость. Если нас все устраивает, утверждаем наряд и переводим статус с М звездочка на ИМА. Остается только зафиксировать выполнение операций и задания в целом, отразить фактическое количество использованных материалов и ресурсов. Узлы, подлежащие ремонту, могут быть заменены, и на работу по устранению дефектов в них формируется свое задание.
На стадии изменения статуса оборудования также доступна опция изменения статуса оборудования. Именно изменение статуса оборудования поможет вам в конечном итоге провести анализ успешной работы вашей службы техобслуживания. Переходим к следующему приложению, которое даст доступ к списанию материалов и оценке стоимости работ. Дефектация и списание материалов. В данном примере установлен ручной формат списания материалов, но в системе заложено много вариантов списания материалов. Выбираем наш наряд и из меню «Строка» выбираем «Списание материалов». Приложение автоматически подставляет материалы и количество согласно нормативным требованиям для данного оборудования и данного типа обслуживания. Показывает, из какого склада будет происходить списание и какой именно локации. Данные поля доступны для корректировки. После того, как мы спишем материалы, система автоматически переведет статус наряда на работу из МА утвержден в МБ материалы списаны. В случае ошибки при списании можно сделать корректировку, используя приложение «Коррекция списания». В нашем случае ошибку мы не допустили, поэтому продолжим работу с нашим нарядом. Итак, материалы списаны, работа выполнена. Переходим к следующему приложению «Закрытие нарядов». Проваливаемся в наш наряд на работу и ставим статус МК «Наряд закрыт». Перед закрытием наряда мы можем просмотреть историю наряда на работу, планируемую дату начала и завершения работ, стоимость в закладке «Учет», информацию о расходных материалах, проверить, соответствует ли расход требованиям нормативов, а также затраты труда. В отдельной графе «История статуса» доступна история изменения статуса наряда, время пребывания наряда на том или ином статусе, а также идентификатор сотрудника, который перевел его на определенный статус. Также чаще всего запланированное время обслуживания не всегда совпадает с реальными данными. Для этого предусмотрены поля актуальной затраты времени. На моменте закрытия заказа и ввода в эксплуатацию изменяем статус наряда на МК и не забываем изменить статус оборудования на АВ, доступен на рабочем месте. Ключевым моментом является тот факт, что система запоминает, кто менял статус и кто несет ответственность за наряд. В случае выполнения операций подрядчиками, система Oracle GE Edwards Enterprise One предоставляет возможность выставить счет как на работу в целом, так и детально по задействованным трудовым ресурсам и израсходованным материалам на основании их номинальной стоимости или по отдельному прескуранту. Счет автоматически попадает в модуль расчета с дебиторами. На этом блоке закончилось непосредственно прямое обслуживание. Далее мы рассмотрим функционал, обеспечивающий бесперебойное выполнение норм, заложенных в регламенте обслуживания и норм расходных материалов. Как отмечалось выше, планирование ТАИР является одной из самых важных и трудоемких задач, для решения которой система управления будет особенно полезна. Планирование является тем этапом цикла управления техобслуживанием и ремонтами, автоматизация которого способна принести наибольшую практическую пользу. Сюда включается как планирование регламентных работ по обслуживанию, так и планирование расходов и расходных материалов согласно планам обслуживания. Для оценки потребностей заказа материалов и запасных частей на ремонт используется прогноз МРП. Рассмотрим подробнее каждый пункт. На основании показаний счетчиков и заданных периодов обслуживания система по принятым на предприятии методикам планирует работы на определенный период времени. Генерируем план обслуживания нашего оборудования согласно выбранному периоду. План работ в виде перечня заданий на ТАИР становится доступен менеджерам, планирующим производственную программу предприятия в приложении «Просмотр планов». Это приложение показывает вам сгенерированный график запланирования обслуживания для каждой единицы оборудования и типа обслуживания.
Помимо этого, предоставляется детальная информация по стоимости и времени работ. Можно отфильтровать интересующее нас оборудование и тип обслуживания. И таким образом просмотреть стоимость работ на запланированный период. Перейдем на вкладку «Расчетные суммы». Мы видим часы и стоимость материалов. Одним из ключевых факторов успешной системы управления ремонтами и обслуживанием является своевременное покрытие требований в расходных материалах. Для этого используется интегрированный модуль планирования необходимых материалов. В рамках данного примера задан горизонт планирования, равный 36 месяцам. Список плановых заданий на ТАИР содержит потребности в материалах и запчастях, причем они могут быть привязаны к дате начала конкретной операции в техкарте. На основании этих данных формируются плановые заказы на приобретение материалов и запчастей, или изготовление их на вспомогательном производстве. Планирование выполняется с учетом требуемых дат, сроков поставки или изготовления, наличного сырья, аварийных запасов, прогнозируемых остатков, имеющихся заявок и заказов на закупку и изготовление, размеров партий, утвержденных контрактов и прескурантов и прочее. Планирование материалов вы можете осуществлять как непосредственно по какому-то одному инструменту или оборудованию, так и по группе, либо же для всего участка или цеха компании. Настройки программы позволяют определить очень гибкую конфигурацию. Итак, запустим процесс планирования. Результатом МРП планирования является сгенерированная системой сообщения, лучше даже сказать рекомендации к закупке комплектующих. Давайте посмотрим рекомендации. Приложение имеет следующий вид. Мы видим, что система группирует сообщения по номенклатурным позициям. Потребность в материалах отображается не на весь период планирования, а разбита отдельно по датам, в зависимости от периода обслуживания оборудования, к которому относится прогнозируемый материал. Это позволяет вам более рационально использовать ресурсы предприятия и приобретать материалы по мере их необходимости, что оптимизирует работу вашего склада, сократит расходы на хранение и учет. Из этого же приложения с помощью средств внутреннего функционала мы можем сгенерировать заказ на закупку. Давайте сделаем это. Выделяем нужную нам строку и из меню «Строка» выбираем «Обработка сообщений». Затем закрываем это приложение, и перед нами появляется заказ на закупку. Для генерации данного заказа выбираем из меню «Форма» «Генерировать заказ». Номер заказа сгенерируется автоматически, а поставщик подтянется из справочника номенклатуры. После удачного завершения операции выводится окно с информацией о заказе, его номер поставщика и дата требуемой доставки. Заказа можно, например, консолидировать по поставщику. На этом этапе работа модуля управления техническим обслуживанием и ремонтами заканчивается, и начинается раздел логистики и управления цепочками поставок, который мы рассматривали на предыдущем вебинаре. Последним блоком идут отчеты. Отчеты предназначены для быстрого доступа к информации о состоянии профильного обслуживания, открытых работах, запланированном обслуживании и стоимости работ. Плановые и фактические затраты на ТАИР отслеживаются как по отдельным заданиям на ТАИР, так и по объектам обслуживания, либо по группам оборудования с необходимым разбиением по материалам и затратам труда. Затраты группируются по иерархии оборудования. Такой анализ плановых и фактических затрат, анализ расхождений в различных разрезах позволяет в том числе выявлять проблемы в организации работ, формировать и корректировать нормы труда и расходов. Для примера давайте распечатаем отчет по завершенным профилактическим обслуживаниям. Выберем соответствующее приложение. Соответственно, видим номер нашего оборудования,
тип обслуживания и дату, когда оно было осуществлено. Дополнительной информацией идет блок показаний счетчиков, который отображает состояние показателей на момент ремонта. Следующий отчет, который мы рассмотрим, будет сводная стоимость нарядов. Откроем наш отчет и разберем его. Отчет можно генерировать как для пакета документов, так и для бизнес-единиц, либо по периоду времени. Система предоставляет широкий спектр настроек. Мы видим номер наряда, тип обслуживания, его стоимость и суммарная стоимость по всем интересующим нарядам. Один из следующих отчетов – это объемно-календарный план. Откроем этот отчет. Отчет предоставляет доступ к календарному плану по закупкам материалов, либо же их производству с датами. Один из самых важных показателей – показатель стоимости обслуживания оборудования. Для нашего примера заранее была подготовлена группа оборудования, включающая насос и вентилятор, для которых мы определяли регламент обслуживания. Нажимаем кнопку «Найти» и появляется наша группа оборудования. Теперь давайте проверим стоимость наших работ над этим оборудованием. Нажимаем кнопку «Найти». Как я говорил ранее, затраты могут быть сформированы как для группы оборудования, так и индивидуально для каждой единицы. Соответственно, затрата на обслуживание вентилятора за период с 1 мая по 31 мая составляет 900 рублей, а для насоса гидравлического 1400 соответственно. На этом мы заканчиваем наш обзор системы Oracle GD Edwards Enterprise One. Напоминаю, что это один из возможных вариантов реализации процесса обслуживания в системе. Система позволяет очень гибко, в соответствии с требованиями, настроить процесс планирования обслуживания, материалов и затрат. Спасибо за внимание.